Ты включил испанское радио, сериал или просто заговорил с испанцем и все. Они начали говорить так, как будто бы читают рэп на ускоренной перемотке. Если ты думаешь, что с тобой что-то не так, то расслабься, ты не один такой. Сегодня я расскажу, как понять испанцев, даже если они говорят быстрее, чем ты просто пропускаешь рекламу. И, кстати, в прошлом видео я уже рассказывала, почему испанцы говорят как пулемет. Там тоже много годных лайфхаков, так что обязательно посмотри, если пропустил. И сейчас самое время нажать на лайк и подписаться. И для начала давай разберем причину проблемы. Почему ты не понимаешь испанцев? Для тебя испанский язык звучит быстро не потому, что у тебя какие-то проблемы с головой, а потому что он действительно быстрее многих других языков. Давай разберем на слогах. Представь, что речь – это гонка на скорости. Только здесь отчет идет наоборот. Чем выше показатель, тем выигрышнее положение имеет гонщик. Испанский – это спорткар, который разгоняется до 7,8 слогов в секунду. Английский же – это уверенный седан на 6,2 слога в секунду. А вот русский – это солидный внедорожник, который держит уверенные 5,8 в секунду. Что это значит на практике? Если ты говоришь на русском и переходишь на испанский, это как пересесть с КамАЗа на Феррари. В испанском слова льются просто как поток воды. Voy a hacerlo превращается в voy a hacerlo, а para eso превращается в pa eso. В русском языке у нас больше пауз. А вот испанцы говорят на одном дыхании, как будто без тормозов. И вот почему ты теряешься. Испанцы не тормозят, они разгоняются, пока ты пытаешься распознать первое слово. Они съедают гласные и соединяют слова в поток. Тем временем твой мозг все еще ищет пробелы между слов. К тому же у тебя в голове просто-напросто русский темп 5,8, а испанский несется на 7,8. И у тебя появляется ощущение, что тебя просто выбросило за борт в океан слов. Но не переживай, сейчас я научу тебя, как догнать испанцев и понять их даже на скорости 200 км в час. А перед этим напиши в комментариях, какая фраза в испанском звучит для тебя быстрее всего. Давай посмеемся вместе. Теперь давай обсудим, как испанцы жуют слова. Если все еще на этом этапе видео ты думаешь, что испанцы говорят слова полностью, то здесь я повторюсь, что это абсолютно не так. На самом деле они откусывают просто половину букв и проглатывают их. Конечно, это происходит не всегда, и все зависит от региона, в котором вы находитесь. И у меня для тебя несколько примеров такой ленивой испанской речи. Para eso превращается в pa eso. Está bien звучит как está bien. И так далее. Также испанцы сливают слова просто в одну кучу. Как я уже говорила, voy a hacerlo превращается в voy a hacerlo, а no sé si está aquí превращается в no sé si está aquí. Поэтому здесь мой совет для тебя. Не пытайся уловить каждое слово отдельно. Слушай всю фразу целиком. Так мозгу будет проще догадаться о смысле. Почему они так делают? А вообще, зачем тратить время и лишнюю энергию на выговаривание всех букв? Чем быстрее говорят, тем меньше звуков остается произнести. И, соответственно, из этого можно сделать вывод. Чем быстрее говорит испанец, тем меньше букв ты услышишь. Я сейчас скажу слово нормально, а ты попытайся догадаться, как испанцы сожмут его до минимума. Dímelo. ¿Qué estás haciendo? Voy a ir. Пиши в комментариях свои варианты, а вскоре я дам обратную связь. Испанцы говорят с разной мелодикой в зависимости от региона. Когда говорят с разной мелодикой, имеется в виду изменение интонации и ритма речи. В разных языках есть свои особенности мелодики. Русский довольно монотонный, часто с плавными понижениями и повышениями интонации. Испанский же более динамичный, с выраженной ритмикой и скачками вверх и вниз. Что это значит на практике? Испанцы не просто говорят, они играют интонацией. Одно и то же слово может звучать абсолютно по-разному, в зависимости от эмоций и контекста. Vale. Энергично, с повышением, означает согласие, а также мотивацию.
Vale. Спокойно, с понижением, означает скепсис, либо ваши сомнения. Vale. Длинное, растянутое. Это будет либо сарказм, либо раздражение. Другая фраза no sé. В переводе означает «не знаю». No sé. Спокойно означает, скорее всего, что человек действительно не знает, о чем идет речь. No sé. Резко, раздраженно, скорее всего, будет означать «отстань». No sé. Как бы напевая, будет означать кокетство. Либо в некоторых ситуациях неуверенность. И вот еще полезная информация. В Мадриде говорят более четко, но быстро. В Андалусии просто половину слов съедят. В Латинской же Америке ритм мягче, но их акцент может ввести тебя просто в ступор. Отсюда вывод. Если ты не просто слышишь слова, а улавливаешь мелодику, тебе будет намного легче понимать живую речь. Испанцы передают эмоции не только словами, но и интонацией. И мой тебе совет, если ты привык к одному акценту, а потом встретил, например, андалуса, то тебе конец. Слушай разные варианты испанского, чтобы быстрее привыкнуть. И давайте проведем опрос. В каком испанском регионе говорят самые быстрые испанцы? Давайте голосовать в комментариях. И, конечно, я не могу оставить вас без лайфхаков, которые помогут понимать испанцев. Лайфхак номер 1. Не цепляйся за каждое слово. Ты не обязан понимать 100%. Достаточно 50%, чтобы уловить саму суть. Лайфхак номер 2. Запоминай топовые фразы. Испанцы повторяют одни и те же фразы 1000 раз на день. Просто запомни их, и будет намного легче. Примеры таких фраз. No te preocupes. Не переживай. ¿Qué tal todo? Как дела? Venga, vamos. Ну давай, пошли. Конструкция voy a и другой глагол указывает на то, что тот, кто говорит, собрался сделать что-то, о чем говорит другой второй глагол. Лайфхак номер 3. Слушай испанский шум просто каждый день. Включай фоновое видео, музыку, подкасты, сериалы, фильмы. Даже пока ты не понимаешь их речь, твой мозг привыкает. Лайфхак номер 4. Учи медленные песни, а потом слушай их в оригинале. Например, сначала слушаешь Despacito, а потом переходишь просто на Re Presidente. Лайфхак номер 5. Испанцы просто прощают ошибки. Главное, говори, они поймут. Ну а если не поймут, просто говори громче и с уверенностью, как некоторые делают. На самом деле это шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Если мои советы были полезны, обязательно ставь лайк этому видео и попробуй написать в комментариях что-то на испанском. Даже если получится криво, все равно пробуй. Для тебя это будет отличной практикой, а я обещаю исправить все твои ошибки, либо подскажу, как сказать ту или иную фразу другим образом. Кстати, скоро я сделаю очень классный разбор самых сложных испанских акцентов. Хочешь увидеть? Пиши в комментариях «si quiero». Давайте посмотрим, сколько у нас тут таких смелых. И подписывайся, потому что если не подпишешься, просто пропустишь кучу таких крутых разборов. А потом будешь опять гуглить, как понять испанцев. А на сегодня это все. До скорого в эфире. Hasta luego.